Здравствуйте, дорогие друзья! Забыл с вами поздороваться. Мы сняли уже начало второго ролика про вино. Я уже тут помешал. И такие мы вспомнили, что я не поздоровался. Думаю, ну отдельно с ним что поздоровался. А бочка уже открыта, блин, все поперемешано. Короче, всем здрасте. И сейчас кадр встанет, как я там начал мешать, увидите. Ну, вот такой. Итак, друзья, вторые сутки брожения у нас идут. Значит, в баллонах стоит красное вино по белой схеме. Значит, в маленьком 110-литровом бочонке стоит белое вино по красной схеме. И здесь по красной схеме наше красное вино, которое мы делали. Значит, наша задача, все бурлит, все хорошо. Нам нужно несколько раз в день, раз в 3-4 часа, когда есть время, чем чаще, тем лучше. Мы должны разбивать шапку, сейчас покажу, она поднимается. Вот она, шапка поднимается, и мы ее должны сбивать. Все, достаточно. Вот так сбиваем шапку в каждой бочке. Для чего это делается? Чтобы шапка, вот эта мезга, которая наверх поднимается углекислым газом, чтобы она не прокисла и не заразила наше вино, не испортила наше вино. Чем чаще это будете делать, тем лучше. Это делается там, через 5 дней, грубо говоря, на 5-е сутки. Посмотрим по вкусу, мы уберем мезгу, уже этого не надо будет ничего делать. Пока вот так сбиваем шапку. Обрабатываем. Еще такой момент, в ролике не сказал. Все, когда работаете с вином, бочки, инструмент, все обрабатываете 3-4% раствором соды, 3-4%. Берете, вот литруха у меня стоит, оранжевая эта штука, в сифон, как он там правильно называется. Литр воды, 40 грамм соды, обработали бочку, там инструмент, и через 20 минут прополоснули холодной водой. Все, больше ничего, это чтобы не прокисло, такое. В принципе, все. И вот так каждый день, 5 дней до того, как мы мезгу будем убирать. Вернемся, покажу уже, когда мезгу убирать. Пока вот так вот ближайшие дни просто мешаем. Еще такой момент, народ. Когда работаете с вином, мешаете вы, что-то еще делаете. Даже просто мешаете. Одевайте свою самую любимую домашнюю футболку. Она же по совместительству самая ушатанная, которая есть, старая. Потому что хоть что делаете, самый аккуратный человек будет мешать. По-любому красные пятна где-то что-то будут. Так что учтите этот момент тоже. Не, фартук не одеваем, мне жалко его портить. Итак, друзья, у нас идут 5-е сутки брожения. Сегодня мы будем снимать наше вино с мезги, убирать мезгу. Вообще, если вы собираетесь снимать вино с мезги, с вечера не беспокойте вино, не перемешивайте с предыдущего вечера. То есть вчера вечером я перемешал и все, и ничего больше не трогал. Сюда поставлю. Это делается для того, чтобы шапка максимально плотным слоем поднялась наверх. Значит, 2 способа снять, перелить вино. Первый — это вытащить мезгу руками в другую емкость, вино оставить здесь. Второй способ — это перелить вино, оставив мезгу здесь. Мы именно так и будем делать. Мы сегодня перельем вино в другую емкость. Я хочу оставить одну бочку 200-литровую на коньяк, то есть с мезгой вместе. Мы ее будем перемешивать, пусть бродит, отбраживает, шапка ложится вниз. То есть мы вообще ничего не трогаем, все оставляем с гребнями, все там на коньяк. А вот эти 4 бочки мы перельем. Вот у меня 330 литров здесь нержа. Сюда зальем, что останется там в такую же 200-литровую бочку. И потом поставим здесь чачу, покажем отдельным роликом это дело. Переливать вино мы будем с помощью нашего насоса. Но для этого предварительно нам нужно насос обработать.
продезинфицировать. Смотрите, значит, берем насос, ложим его здесь на пол, в принципе, пусть валяется пока. Надо или что? Ну, споткнулся народ, бывает же, это не специально. Значит, смотрите, ведро наполняем, ведро фильтрованной водой. Все, наполнили мы водой ведро наше. Берем соду, самую обыкновенную пищевую соду. И сыпем сюда. Ну, вообще надо грамм, ну, на 10 литров, тут или 12 литров, грамм 300. Ну, так, на глаз. Чуть насыпем, перемешаем. Потому что мы будем прогонять, ну, пару минут, я думаю, прогоним, хватит. А потом пресной водой промоем, достаточно будет. Ну, сейчас соду размешаем. У нас есть лопаточка такая. То есть суть в чем? Закольцуем оба конца с насоса. Засунем сюда сейчас. Включим насос. Ну и он пусть масла там внутри гоняет. Все. Люди, все. Оба конца шланга от насоса, вход-выход, оба в ведре. Просто включаем его. Вот, чтобы вы понимали. Ну все, сейчас вот так вот, там минутку-две помаслает. И дадим ему 5 минуточек, пусть полежит. И пресной водой прогоним там, ну, в большой тазик наберу пресной воды. И пусть прогонит там, промоем соду. И можно переливать смело вино, ничего не будет. Итак, насос мы промыли, продезинфицировали. Выход в бочку до дна встали, чтобы кислородом не насыщалось вино. Хотя сейчас оно ничего не прокиснет, потому что идет еще активная стадия брожения. Значит, вот это, если помните, розовая, видите, палка-толкалка была. Мы с помощью нее вино проталкивали. А сейчас она будет палка-ковырялка. Делаем аккуратно дырочку вот здесь. И просовываем туда шланг. Экономней, когда ты руками берешь мезгу, выжимаешь и выкидываешь, больше вина остается. Но мы будем делать вот так менее экономно, то есть больше вина останется со жмыхом. Но так как мы будем делать чачу, нам нормально. Ну, то есть и нам вина как бы достаточно у нас получится. То есть вот таким способом и быстро получается. Берем и перекачиваем. Насос включаем. И наше вино полилось туда. Потихонечку до дна. Сейчас шапочка будет опускаться. Ой, какое вкусное, какое красивое. Оно там, ну сними, покажи, там прикольно. И мы вслед за шапкой опускаем наш насос. Все, вино переливается. Очень удобно, не пачкаешь ни руки, ни... Ну, как бы вот так. Нету насоса, можно также шлангом, ну, там, подсосал и переливаешь. Там. Также дырочку сделал в мезге, очень удобно. Вино чистенькое, с минимальным количеством осадка. На дне есть косточка, выпала на дно. Ну, ничего страшного, если немножко косточки засосет туда. То есть косточка, она целая, она горечи столько не даст. Через пару недель оно будет отдыхать у нас там, чуть больше. Сейчас идет пока активная стадия брожения. Потом... А ну, все, по-моему. Нет еще. Нет, идет еще. Сейчас идет активная стадия брожения. А через пару недель, там больше посмотрим, гидрозатвор как помолчит. Еще недельку подождем, спешить не надо. Итак, народ, у нас, ну, мы закончили переливать с помощью насоса. Очень удобная штука. Не обошлось без небольших форс-мажоров. У нас упал стол, мебели стало меньше. Значит, все
куча стекляшек. Ну, материальный ущерб небольшой, эмоциональный очень серьезный. Объясню почему. Там одна мензурка была 250 грамм такая. Она со мной с 2014 года. Когда ее, ну, то есть я начал самогоноварением заниматься, я ее купил где-то в интернете, заказал. И 8 лет я с ней так обходился со стекляшкой, что она целая была. И про запас пластиковая была. Она у меня тут есть или она там, ну, неважно. Есть пластиковая, про запас. Или когда поломаю стеклянную, чтобы... В итоге поломалась она, когда стол упал. Ну, то есть вообще без вариантов. В общем, это было отступление от темы виноделия. Значит, мы перелили. Смотрите, значит, перелили мы с помощью насоса. У нас получилось 330 литров. Вот это не ржа бочка. Там где-то 300 литров. Ну, сейчас открою, покажу. И здесь 227 литров, синяя бочка одна, ну, литров 180. Короче, около 500 литров получилось у нас вина. Мы не жадничали со жмыхом, мы оставили достаточно, ну, сейчас покажу, он такой жиденький, там вот видно прям винцо есть. Мы будем делать чачу, чтобы это, ну, чтобы это было, чтобы выход был нормальный, чтобы это была нормальная чача, ароматная все. Вот. Ну, давайте сейчас покажу сразу, может, этот, да? Смотрите, оно еще играет, идет стадия активного брожения сейчас идет. Надо попробовать наше молодое вино. Еще раз, как у кота в сметане, не красное от вина. Перед тем, как закрыть нашу бочку, давайте попробуем наше молодое вино. На Кавказе его называют, ну, кто по-разному вообще, ну, в переводе сумасшедшее вино называют его. Когда оно еще играет, там есть сахарок, оно пьется как компот, но сшибает с ног только так. Ну, вот вы видите, да, оно играет еще. Ну, кровь чистая, посмотрите. Цвет прекрасный, уже, ну, быть вину. Попробуем. Ну, сахар почти не чувствуется уже. Кислинка осталась. Она пройдет, ну, через 2-3 месяца пройдет. А так, ну, прекрасное вино. Кто-то не любит молодое. Мы с семьей всегда 1,5-2 литра вечером садимся, когда вот молодое вино, вот это, в общем, традиция у нас такая. Кто-то в баню на Новый год. Мы молодое вино. Но в баню мы тоже ходим. Мы больше нашу бочку не беспокоим. Ну, вот она вот как есть. 3-4 пальца до верха, когда снимаете с мезги, до верха не заливайте. 3-4 пальца оставляйте расстояние. Значит, закрывайте под гидрозатвор. И недели 2-3 оно не испортится. С ним ничего не... Туда лазить не надо смотреть. Все остальное волшебство происходит без нас. Ну, без нашего участия. Стадия активного брожения пройдет. Потом стадия будет такое медленного брожения, оно будет тихо-тихо там где-то что-то булькать, раз в 5-летку бродить. Доедать будут какие-то сахара там, остатки там, еще что-то. И потом только потихоньку пойдет выпадение осадка. То есть это будет первый раз с осадка снимать, ну, 2-3 недели минимум. Подержите, не спешите. Снимите, потом с осадка выпадет осадок. Ну, потом покажем, как будем снимать с осадка. Сейчас ставим под гидрозатвор это дело. Давайте я вам сразу вот эту бочку тоже покажу, чтобы вы видели. Вот эта бочка 330 литров. У нас где-то вот так. Ну, это 300 литров минимум здесь есть вина. Значит, вот эта бочка 227 литров. Ну, тут литров 180. То есть минус там 50 литров. Да, тут даже 50, не может больше 180 литров. Вот эта бочка. И мы, это с 4 бочек. И вот она еще одна бочка. Видно вот это или нет? Это мы оставили. Это мы оставили, будем делать коньяк из этого. То есть она с вином, мы ничего не делали. Вот просто перебиваем шапку. Отбродит, когда шапка уляжется. То есть одну бочку мы оставили как есть. Будем виноградный дистиллят делать. Коньяк потом ставить в бочку, это все дело, делать коньяк. Оно отбродит, также день, ну, 1-2 раза в день мешаем. Закончится стадия активного брожения, и шапка сама уйдет вниз. Короче, не спешим тоже перегонять, никуда она не испортится.
под гидрозатвор, пусть стоит. Все ставим под гидрозатвор, ну и пусть стоит. Ну, такое. Все, готово. Ну, вина у нас будет нормальное количество. Ну, зиму переживем, я думаю. И до следующего сезона, как бы, да? Да. Смотрите, народ, два слова про белый виноград по красной схеме. Точно так же сейчас снимем с мезги, ну, без насоса, руками выжмем, тут его мало. Значит, также оставим, посмотрим, сколько по объему получится. Оставим бродить в емкости в какой-нибудь. Что касается винограда по красной схеме, по белой схеме красного винограда нашего, красного вина. Оставляем, ничего не трогаем. Вот перчаточка стоит, вообще беспокоить не надо. Вот оно пусть потихонечку бродит. Оно в стекле, мы увидим, когда выпадет осадок. Когда упадет перчатка, тут дырок у меня почти в 3 пальцах из 5 дырки есть. Она поэтому сильно не надувается, хотя брожение идет хорошее. Как только перчатка упадет, ну то есть брожения не будет, мы поставим новые перчатки, там поставим дырочку, может, одну. И все, и пусть стоит опять под перчаткой, пока не выпадет осадок. Потом покажем, когда с этим вином будем делать. Все. Смотрите, народ, я тоже подумал сейчас, чтобы эпопею вот эту про вино не растягивать на 500 тысяч серий, да, мы сняли с мезги, подождем там 2-3 недели, не спеша. Вот 3 недели, грубо говоря, пройдет, снимите с осадка аккуратненько, внизу останется осадочек. Снимите с осадка, опять в какую-нибудь тару, ну, в какую-нибудь емкость, поставите снова под гидрозатвор, не герметично не закрывайте, ну, чтобы не оно разорвать может, потому что процессы в вине идут очень долго. Поставите под гидрозатвор и ждите тоже там недели 3, хотите месяц, подождите, выпадет винный камень. Уже когда, вот, ну, у кого, смотря где стоит бочка, выпадет винный камень, еще раз снимите с осадка, второй раз, тогда можете как бы разливать уже в герметичные емкости. До этого времени, ну, пока 2 раза с осадка не снимете, не вздумайте. И то оно по весне может заиграть. Ну, вино живое, оно играет каждую весну, если оно у вас стоит, оно каждую весну у вас играет. Если эти магазины, ну, эти винзаводы делают, пиросульфитом там все убивают, это же уже не живой напиток, ну, мое понимание вот этого. У нас оно их не так долго хранится, как вина ну, на винзаводах, когда делают там по серой, там еще чем-то там, или температурой там это все нагревает, убивает микрофлору. Но у нас живое домашнее вино, ну, блин, ну, нормально, короче, довольно долго даже можно хранить. Что рассказать? Все, ну, про вино заканчиваем. Уже он даже звонит мне телефон, кто-то зовет куда-то по делам. Я занят, у меня съемка. Я про вино снимаю, давай.